Привет, друзья! Никиту Михалкова часто называют императором отечественного кино, легендой кинематографа и просто баловнем судьбы. Это имя известно отечественным и зарубежным зрителям по картинам «Раба любви», «Утомленный солнцем», «Пять вечеров», «Вокзал для двоих». Его вклад в кинематограф отмечен многочисленными премиями кинофестивалей всех уровней. В копилке наград есть и самая высшая – «Оскар», которым отмечен его фильм «Утомленный солнцем». Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Никита Михалков и сколько он зарабатывает. Никита Сергеевич родился 21 октября 1945 года в Москве в семье советского литератора, писателя Сергея Михалкова и поэтессы, писательницы и переводчицы Натальи Кончаловской. Старший брат Андрей Михалков-Кончаловский. Свою первую жену Анастасию Вертинскую Никита встретил в Щукинском училище в безмятежные годы студенчества. Они поженились в 1966 и буквально сразу же стали родителями сына Степана. Они оба были очень сильными и волевыми, к тому же творческими натурами, поэтому вскоре выяснилось, что им очень тяжело уживаться под одной крышей. За этим последовал развод. Второй женой стала Татьяна Шигаева, которая смогла стать идеалом для Михалкова. Их первая встреча произошла в Доме кино, где Татьяна работала манекенщицей. Главные черты, которые поразили молодую девушку, стали знаменитые усы Михалкова и, конечно же, пленительная энергетика и живость характера мужчины. Молодой человек умел красиво ухаживать за женщинами, поэтому пленить сердце Татьяны он смог быстро. У семейной пары родились трое детей – дочери Анна и Надежда и сын Артем. Семейная жизнь Михалкова и его супруги складывалась по-разному. Иногда в прессе появлялись публикации о походе режиссера налево. Так, связь между Марией Лемешевой и Никитой Михалковым завязалась в 2000 году на одном из кинофестивалей. Говорят, что на одной из вечеринок Мария сильно приударила за Михалковым. Из торжественного мероприятия они уехали вместе. Михалков и Мария даже жили вместе, их отношения длились около 10 лет. Мария в 2011 году родила дочку Марфу, однако до сих пор скрывает личность биологического папы от прессы. Михалков отцовство не признал. Михалковы Никита Сергеевич и Татьяна свой брак не расторгнули, никто из супругов никаких комментариев не делал. Все дети Михалкова стали известными людьми и продолжили славные традиции их семьи. Степана Михалкова знают не только как актера, но и успешного ресторатора. У Анны Михалковой есть много интересных работ в кино, сейчас она пробует силы в режиссуре. Артем Михалков успел побывать актером, сценаристом, режиссером, но стал известным ведущим. Надежда, самая младшая из Михалковых, тоже популярная актриса. В 2016-м сняла свою первую картину в качестве режиссера. Дети Михалкова уже неоднократно преподносили ему подарки в виде внуков. И на сегодняшний день он уже имеет 9 внучат и 1 правнука. Никита Михалков уже 2 года не публикует декларации о доходах. Он перестал это делать после того, как первый же его подобный отчет в 2018 году вызвал резонанс. Выяснилось, что режиссер годом ранее заработал 529 миллионов рублей, что составляет около 1,5 миллиона рублей в день. Также у него есть 89 земельных участков, 6 жилых домов, 6 апартаментов, 11 нежилых зданий, несколько машин и даже вертолет. Никита Сергеевич прокомментировал источники своего дохода. «Я работаю с 12 лет, то есть более 60 лет. Мои мастер-классы за рубежом стоят от 20 до 35 тысяч долларов. Я наследник Сурикова и Кончаловского, чьи картины стоят миллионы. Я снялся более чем в 50 фильмах и снял более 15 картин как режиссер. Призы всех самых престижных фестивалей, включая «Оскар», стоят на полках моего кабинета». По его словам, только 3 последних фильма студии 3T Никиты Михалкова собрали более 5 миллиардов рублей. Режиссер подчеркнул, что платит все налоги и не переписывает свое имущество на родственников. «Мой финансовый менеджер талантливо и профессионально работает с ценными бумагами, вкладывая деньги в выгодные программы, инвестируя в доходные предприятия. И все средства мои размещены в банках России, они закопаны в гаражах и не спрятаны в офшорах», – сказал он. Осенью 2019 года Михалков зарегистрировался как ИП. Основным видом деятельности он указал дополнительное образование детей и взрослых, а также издание книг, газет, журналов и производство кинофильмов. Количество организаций, с которыми напрямую связано имя Никиты Михалкова, исчисляется десятками. В 22 он значится как учредитель, в 6 как руководитель.
Широкой публике известно далеко не обо всех его организациях. О группе компаний Тёмина, названа в честь сына Артема, так и вовсе знают в основном нижегородцы, потому что находятся эти компании рядом с барской дачей Никиты Михалкова, имением в деревне Щипачиха, буквально копирующим княжеские палаты, с усадьбой, домовой церковью, русской баней, конюшнями, домиками охраны, гостевыми избами, столовой прислуги, гаражом и пристанью. Тёмино лесное Михалков открыл еще в 2009 году и арендовал с ней почти 30 тысяч гектаров в Нижегородской области с правом ежегодной заготовки древесины в объеме 25 400 кубометров. 3 года спустя Михалков основал еще одну фирму – Тёмино-Павловская, для переработки лесоматериалов. Еще в его группе компаний есть охотничье хозяйство – Тёмино-Северное, которая арендовала 37 тысяч гектар угодий. Состояние охотхозяйства до аренды было запущено. Михалков возмущался, что зверье все перебитое, и ему пришлось на 3 года закрывать угодья, завозить кабанов, лосей и глухарей. Некоторых кабанов доставили прямиком из Франции. В 2010 году Михалков стал партнером по бизнесу Константина Тувыкина, купившего имение в Тати, Италии. Вилла с виноградниками площадью в 11 гектар стала местом рождения винодельни Тенута Додика. В 2013 году в России в ресторане «Пробка» впервые попробовали вино Никиты Сергеевича. А зимой того же года вино появилось на рейсах Аэрофлота по направлению Москва-Сочи и Сочи-Москва. За 5 лет винодельня экспортировала в Россию 132 тонны вина почти на 400 тысяч евро. Винодельня производит 70 тысяч бутылок в год. Цена на бутылки михалковского вина колеблется от 1000 до 4000 рублей. Впрочем, экземпляры с большой выдержкой продаются и за 12 тысяч рублей. Михалков с 1997 года возглавляет Российский союз кинематографистов. В киноиндустрии имя Михалкова можно услышать практически где угодно. Собственная студия 3T, на которой снимались практически все его картины, лишь вершина айсберга. Ее дочерняя компания «Остров» занимается выпуском документальных фильмов, включая первую картину о президенте «Неизвестный Путин», картина об Олимпиаде 2014. На это Михалков, по данным СМИ, получил контракт с Минкультом на 28 миллионов рублей. В 2012 году у Никиты Сергеевича появилась и своя киноакадемия – социально-образовательный проект, предлагающий дополнительное профессиональное образование. По данным Spark, чистая прибыль академии за год составила более 1 миллиона 200 тысяч рублей. В 2014 году Михалков проявил интерес и к Ялтинской киностудии, оказавшейся на грани разорения. Помимо легендарного бренда, в числе ее активов входит целых 15 гектар земли, примерно на 40-45 миллионов долларов. Еще один бизнес Михалкова, связанный с культурой – АА Studio, которая занимается выпуском мультипликационных фильмов. Учредителей организации было 5, доля Михалкова – 15%. По данным Spark, в 2019 году фирма получила 80 миллионов чистой прибыли, годом ранее 102 миллиона. Квартира Никиты Михалкова находится в одном из исторических мест Патриарших прудов, в доме на Малом Казихинском переулке. Дом был построен в 1904 году. Ранее в нем располагалось дамское попечительство о бедных, а сейчас Московский театр «Киноспектакль». Михалков сторонник больших и открытых пространств, поэтому гостиная просторная, без лишней мебели. Единственными предметами антиквариата здесь являются столик и кресло 16 века, привезенные из Китая. По информации ЦИАН, квартиры на Малом Казихинском переулке стоят от 37 до 300 миллионов рублей. Рядом в жилом комплексе у Патриарших находится студия Михалкова 3T. Комплекс в 7 этажей появился на месте старых исторических зданий, которые были снесены по проекту 3T, из-за чего в 2010 году разразился скандал в прессе. Дом на Николиной горе является любимым местом народного артиста. Раньше на этом месте стояло старое строение, которое со временем совсем обветшало, и хозяину пришлось его полностью перестроить. Во время строительства с помощью современных материалов он пытался возродить интерьеры своего детства, поэтому кухня выполнена в стиле послевоенных времен, а общий стиль определяется 70-ми годами. В доме нет единого интерьера, каждая комната индивидуальна. Особняк расположен на огромной территории в несколько гектар. Недалеко от главного особняка находятся гостевые строения, а на соседнем участке выстроен коттедж Андрея Кончаловского. По данным ЦИАН, дома в поселке Николина гора стоят от 40 до 990 миллионов рублей, в зависимости от расположения и размеров.
Но если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч!